Утро в предгорьях всегда начиналось с тумана, спускавшегося с гранитных хребтов в долину. Но в тот день воздух был непривычно сухим и душным. Молодая пума, гибкая, с гладкой шерстью цвета сухой травы и еще не до конца окрепшей, но уже мощной мускулатурой, осторожно ступала по каменистому склону. Ей едва исполнилось 1,5 года. Она только недавно покинула материнскую территорию и теперь искала собственное охотничье угодье. Голод и любопытство вели ее все дальше вниз, туда, где кончались колючие заросли кустарника и начинались странные чуждые запахи. Там, где когда-то расстилалась бескрайняя саванна, теперь ровными прямоугольниками стояли одинаковые двухэтажные дома с белыми заборами, подстриженными лужайками и блестящими на солнце автомобилями. Для дикой кошки этот мир выглядел неестественно. Слишком много прямых углов, резких синтетических запахов и обманчивой тишины. Она приблизилась к краю поселка неслышно, прижимаясь брюхом к сухой земле. Впереди возвышалось препятствие — высокий 2-метровый забор из светлого винила. Для взрослой пумы такая высота не была преградой. Одним пружинистым, выверенным движением мощных задних лап хищница взмыла в воздух, на мгновение зацепилась когтями за верхний край ограды и мягко приземлилась по ту сторону. Она оказалась на заднем дворе типичного пригородного дома. Зеленый стриженный газон пах удобрениями и поливочной водой. Кошка замерла, поводя ушами с черными кисточками на кончиках. Ни звука, ни лая собак, ни шагов человека. Уверенная в своей невидимости, она грациозно зашагала по бетонной дорожке, огибая угол дома. Хищницу привлекло необычное углубление возле самого фундамента. Это был глубокий оконный приямок цокольного этажа. Полукруглый колодец, выложенный декоративным камнем, на дне которого лежала крупная речная галька, а сверху была установлена защитная металлическая решетка. Заинтересовавшись запахом или движением мелкого грызуна, пума сунула нос под решетку, попыталась пролезть глубже и соскользнула вниз. Раздался глухой стук и шуршание камней. Стены приямка оказались слишком гладкими и крутыми, а тяжелая решетка сверху перекрывала прямой путь назад. Огромная кошка оказалась в ловушке 1,5 метра. Глаза за стеклом. Марк спустился в полуподвальную комнату около 9 утра, держа в руке кружку с кофе. В комнате стоял теннисный стол, на стенах висели спортивные плакаты, а через широкое низкое окно обычно падал рассеянный дневной свет. Марк подошел к окну, чтобы поднять жалюзи, и замер, не веря собственным глазам. В полуметре от него, прямо за двойным стеклопакетом, сидела настоящая горная львица. Она лежала на гальке, свернувшись плотным золотисто-песчаным клубком, и смотрела прямо на него огромными, прозрачно-янтарными глазами. В ее взгляде не было ярости, только глубокая растерянность и настороженность. Кончик длинного хвоста с черным пятном нервно подергивался, ударяясь о каменную кладку колодца. Марк медленно отступил на шаг назад, боясь спровоцировать зверя даже малейшим резким движением. Сердце колотилось в горле. Он осторожно достал телефон, набрал номер экстренной службы и приглушенным голосом произнес: «Здравствуйте. У меня в приямке подвального окна сидит взрослая пума. Нет, я не шучу. Пожалуйста, пришлите службу охраны дикой природы». Через несколько минут новость уже разнеслась по дому. Члены семьи по очереди на цыпочках подходили к окну, наблюдая за прекрасным и грозным гостем. Пума перевела взгляд на человека, издала короткий низкий звук и прижала уши. Она попыталась встать и подпрыгнуть к решетке, но пространство было слишком тесным, чтобы разогнаться для прыжка. Скользя когтями по металлу и камню, она снова опустилась на дно колодца, тяжело дыша. План спасения. Менее чем через 40 минут у дома припарковался зеленый пикап Департамента охраны дикой природы и рыболовства. Из машины вышли 2 опытных специалистов в плотной форме и кепках — Джим и Роберт.
Они повидали немало необычных вызовов, от застрявших в заборах оленей до забредших на веранды медведей. Но пума в оконном приямке была задачей особой сложности. «Зверь зажат в узком пространстве», — тихо объяснял Джим, заглядывая во двор через калитку. «Если запаникует, может покалечиться сам или попытаться пробить окно в дом. Наша главная цель — сделать все быстро, без травм для животного и риска для людей». Сначала спасатели решили дать кошке шанс выбраться самостоятельно. Они принесли легкую алюминиевую лестницу. Осторожно приподняв тяжелую защитную решетку над колодцем, Джим медленно опустил лестницу вниз, уперев ее нижний край в гальку под углом, удобным для подъема. Идея заключалась в том, чтобы пума использовала ступени как трап и выпрыгнула наружу, после чего двор оставили бы открытым, дав ей уйти в сторону холмов. Однако дикая кошка не поняла замысла людей. Вид металлической конструкции над головой лишь усилил ее тревогу. Она забилась в самый дальний угол приямка, прижавшись к фундаменту, и замерла, недоверчиво глядя вверх сквозь перекладины лестницы. Выходить она явно не собиралась. «Не сработает», — покачал головой Роберт. «Она слишком напугана и дезориентирована. Придется действовать напрямую. Мы зайдем изнутри дома». Операция в полуподвале. План изменился. Было решено обездвижить зверя безопасным седативным средством, после чего аккуратно извлечь его через открытое окно подвала внутрь комнаты, перенести в специальный транспортировостью брезент и погрузить в фургон для вывоза в дикую природу. Джим и Роберт зашли в дом с необходимым снаряжением. Телескопическими шестами с мягкими петлями-фиксаторами, плотным армированным брезентом и набором ветеринарных препаратов. Семью попросили подняться на верхний этаж и закрыть двери. В полуподвале воцарилась напряженная тишина, нарушаемая лишь негромкими переговорами специалистов. Они разложили большой зеленый брезент прямо на ковролине возле окна, отодвинули стол для настольного тенниса и сняли защитные экраны с рамы. «Я открываю створку», — скомандовал Джим, держа наготове длинный шест. «Будь готов перехватить». Створка пластикового окна плавно подалась в сторону. В комнату ворвался свежий уличный воздух, смешанный с мускусным запахом дикого зверя. Пума мгновенно отреагировала. Ее мышцы напряглись, а взгляд сфокусировался на открывшемся проеме. Но благодаря точно рассчитанной дозе успокоительного, введенного несколькими минутами ранее, ее движения уже утратили прежнюю молниеносность. Она была сонной, но все еще способной к сопротивлению. Роберт ловко просунул верхнюю часть туловища в открытое окно, дотянувшись до кошки. Действовать нужно было предельно бережно, чтобы не повредить суставы и дыхательные пути животного. С помощью мягкой петли спасатели зафиксировали переднюю часть корпуса, а затем Роберт, ухватив пуму за холку и задние лапы, с координированным усилием подтянул ее к оконной раме. «Раз, два, пошла!» — скомандовал Джим. В следующее мгновение великолепная кошка плавно скользнула через подоконник прямо на расстеленный на полу брезент. Операция по извлечению заняла считанные секунды. Оказавшись в помещении, хищница сделала слабую попытку пошевелиться, но специалисты тут же мягко запеленали ее в плотную ткань, надежно зафиксировав ремнями. Джим быстро проверил пульс, дыхание, осмотрел подушечки лап и когти. Ни переломов, ни глубоких порезов. Лишь пара мелких ссадин от гальки. Отличная молодая самка, абсолютно здорова. С облегчением выдохнул Джим, вытирая пот со лба. Теперь увозим ее домой. Возвращение к свободе. Подняв завернутую в брезент пуму, словно в гамаке, спасатели вынесли ее через гараж к пикапу и аккуратно уложили в просторный вентилируемый бокс. Жители дома с замиранием сердца наблюдали за этим через окна верхнего этажа, восхищаясь слаженностью и профессионализмом людей, спасших дикое животное. Фургон выехал за пределы пригорода, оставив позади ровные кварталы, асфальтированные улицы и заборы.
Дорога петляла все выше и выше в горы, удаляясь от цивилизации на десятки километров. Туда, где густые хвойные леса сменялись неприступными скалистыми каньонами, а в воздухе пахло только смолой, ветром и свободой. Когда действие седативного препарата полностью прошло, дверцу транспортировочного бокса открыли. Пума осторожно высунула морду наружу, принюхалась к знакомому запаху горной полыни и сосен, а затем одним мощным, грациозным прыжком вылетела на свободу. Она не оглянулась назад. Несколько мгновений ее гибкое песчаное тело мелькало среди валунов, а затем растворилось в тени вековых деревьев, словно ее никогда и не было среди людей.